Всем привет! По-моему, у меня не подключается ВКонтакте. Сейчас вот я наблюдаю, ничего не происходит. Оу, спасибо. Спасибо, что делитесь. Сейчас еще немножко подождем, что же у нас там с контактом случилось. Или это у меня только не отображается, а на самом деле все хорошо. Непонятно, почему так произошло. Не хочет. Наверное, ВКонтакте много кто стримит сейчас одновременно, и серверы могут не справляться с этим. Ну, значит, будет на Ютубе. Ничего страшного. Так, все, закрываю всякое, что меня может перегрузить. Еще. Как меня слышно? Все ли у вас хорошо? Расскажите, пожалуйста. Эра of Phoenix. Привет. Наверное, мы с тобой подружились недавно в игре. Очень приятно. В общем, сегодня будет более привычная тема, чем обычно. Мы снова возвращаемся в лоно, так сказать, исторического средневекового боя. Будем говорить о рыцарях, о том, как они существуют в современном мире, в каких категориях соревнуются и все такое. Да, видимо... Блин, жалко. Польские что? Сейчас попробую еще раз переподключить. Переподключение каналов на лету, платные опции. Ну круто, блин. Что же делать-то? Надо попробовать, может, перезапустить. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте всем. Ладно, будем без ВКонтакте. Я уже привыкла к хорошим показателям просмотров на этой платформе, но ничего. Сейчас я напишу что-нибудь, отпишусь там, и мы продолжим. Первое, что хочу сказать про польские двойки, про эту номинацию. Мне не удалось найти, к сожалению, запись самых-самых, ну, так сказать, первых боев 2 на 2, которые были в Польше, собственно, польские, вот, по этой причине. Извините за заминку. Я сегодня крутой стример, пыталась сделать начальную доставку. У меня, ну, как сказать, на историю, а потом, ну, видимо, мне это боком вышло. Ну. Так, давайте, может быть, я действительно попробую перезапустить, потому что у меня все тормозит. Вот. Это не очень хорошее. Видимо, мне придется немножко его урезать. Да, вижу, что подлагивает. Давайте перезапустим. Еще раз. Да, так и не грузится ВКонтакте. Извините. Будем смотреть по старинке на Ютубе. Потом просто перейду. Ну вот, теперь можно продолжать. Еще раз всем здравствуйте. Извините за заминку, за мои
неуемные попытки экспериментировать с всякими с трансляцией, с ее оформлением и прочим, это все исключительно нацелено на смотрибельность, на то, чтобы мы информацию воспринимать было приятнее и легче, чем я просто бы сидела, например, и с телефона вам рассказывала о чем-то там непонятном. Вот, сегодня еще раз повторю свой спич. Вы на канале Sword Effect. Здесь мы смотрим, как дерутся рыцари друг с другом по разным правилам. Да, в наше время еще есть такая возможность надеть доспехи и подраться, пойти. Очень скоро, если вы начали с чего-то простого, то очень скоро, если человек амбициозный, вы узнаете о том, что есть такой спорт, исторический средневековый бой. Вот. И если человек хочет добиться какого-то признания, успеха в этом деле, то он берет и идет по этому пути, изучая правила, зарабатывая славу, опыт. Про голду пока речь не идет. Вот. Нас совсем немножко сейчас, но я очень признательна всем, кто все-таки сегодня смотрит. Речь пойдет о номинации, которые не очень привычны тем, кто следит за средневековыми боями. Мы уже хорошо знаем, что есть поединки, когда 1 на 1 сходятся рыцари, дерутся на длинных мечах, с маленьким щитом и мечом, с большим щитом и мечом, гербом так называемым, с алебардой. То есть и в профбоях. Профбои — это фактически ММА в доспехах, там можно все бить всем, бросать, добивать и прочее. Это я перечислила официальные номинации чемпионата мира «Битва наций». Также излюбленные у зрителей, например, категории массовые, конечно же, командные и массовые. Командные — это 5 на 5. Командными я называю такие номинации, которые в рамках которых выступают команды, которые могут тренироваться друг с другом и какие-то командные действия выполнять. Вот. Массовыми я называю номинации, где уже бойцы, стоящие в одном строю, друг друга видят уже по факту на самом мероприятии. Алебардой добивать нельзя в профах. Не знаю, мне было можно, когда я это делала. Я не очень, конечно, злоупотребляла, но можно было добивать алебардой, причем все удары хорошие алебардой или длиннодревковым в профбоях, они при хорошо поставленном ударе умножаются на 2. И добивающие удары по 3, по-моему, очка сейчас даются. Вот. Я возвращаюсь к официальным номинациям. Это 30 на 30, 150 на 150. Все эти вот огромные толпы сверкающих рыцарей в доспехах. Все они соревнуются уже на международном уровне, и выглядит это, конечно, потрясающе. Если вы хотите посмотреть, как это бывает, гляньте один из стримов моих же, либо просто наберите в поисковике «Битва наций», «Битва альянсов», что-то такое. Вот. Так. Контакт у нас так и не прогрузился. Очень жаль. Ну ладно. Отметьтесь, пожалуйста, как связь, все ли хорошо. Наш второй дубль на сегодня, попытки выйти в эфир. Как у нас все получается. Все, спасибо. Спасибо большое, что смотрите. Ну чего, давайте потихоньку переходить к просмотру боев. Я вам покажу то, что в России впервые... Ну ладно, хорошо. Александр, если вы сознанием дела говорите. За красивые глаза мне не разрешали. Что-то было другое. Могу даже сказать, на каком мероприятии это было. Битва на Неве. 2000...
18 год. Сражались мы с Таней Славченко. Так, смотрим. Сейчас мы с вами поглядим. Небольшой очень ролик, но это запись первой попытки воспроизвести вот этот формат 2 на 2 в России с легкой руки главного маршала этого мероприятия Сергея Баганенко, он же Стич. Мы с вами сейчас находимся в Петрозаводске на фестивале «Онега. Легенда Севера». Вот именно тогда почему-то, вот летом 2019 года, в августе, захотелось нам попробовать этот формат обкатать, так сказать, возродить и так далее. В чем заключается... Давайте просто посмотрим сейчас. Вот. Легко сейчас увидеть две команды, идентифицировать двое бойцов с фактически польской символикой, но это россияне, они просто реконструируют это направление, и эту эпоху, и рыцарей этой страны. Вот, небольшая зарисовка. Здесь можно заметить, как двое сражаются надвое, и все, что это происходит, еще раз можно посмотреть. Нет никакого ограничения в том плане, что тебе обязательно нужно атаковать именно бойца напротив. Просто здесь Владимир Торопов, наш коллега из Казахстана, решил, естественно, как тяжеловес взять тяжеловеса Алексея Петрика, который сейчас встречает его на своей земле фактически. Здесь Александр Бабков сражается с, кажется, бойцом из Кипра, русскоговорящим. Вот такой вот интернациональный состав. Кипр, Казахстан, Россия. Видите, два бойца упали. Это все по-особому оценивается судьями. Двое еще на ногах. Потом они могут подняться и продолжить сражение. Вот такой вот интересный формат. Сразу же сходу перейдем к следующей записи. Уже более осмысленный это был турнир. «Дух времени», 2019 год, осенью, то есть через некоторое время после того, что мы сейчас посмотрели. Сергей Баганенко продолжает эту номинацию пробовать, так сказать, в поле. Вот, и посмотрим, что из этого выйдет. По ходу дела я вам попробую объяснить, что происходит. Здесь, конечно, ребятам будет тяжеловато отличать друг друга, потому что все они принадлежат к одному клубу. Но ради искусства непременно, я думаю, всем им было интересно попробовать. Что здесь особенно примечательно, в одной из команд 2 на 2 у нас есть алибардист. Тогдашние правила, пробные правила, по которым проводилась эта номинация, они не предполагали какой-то особой оценки действий алибардиста. Привет, Саша, привет, спасибо. Я тоже надеюсь, что все получится, просто потому что у меня что-то не взлетело ВКонтакте, прям даже обидно. Я уже привыкла, знаете, к этим 1000 просмотров, все такое. На Ютубе все значительно скромнее, поэтому буду всем очень признательна, если вы мне там отсыпете каких-нибудь лайков и все такое. Это всегда приятно. Так, что мы здесь видим? Еще раз, двойка дальняя от нас. Здесь пробую идентифицировать. Ну, Ярослава Русанова все знают, чемпион мира по алибарде, собственно, с ней он сейчас и вышел. Рядом с ним Павел Беляев, наверное. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте обязательно. Ну, извините, у вас настолько одинаковые налатники и элементы вооружения, что уже очень сложно. Тем более качество не супер высокое. И ракурс съемки не позволяет прям четко идентифицировать. И еще здесь в большинстве своем бойцы будут представлены воспитанниками школы ИСБ Санкт-Петербург, поэтому много новичков, которых я элементарно могу не знать. Вот так вот. Как они друг друга отличают.
не очень понятно. Но могу предположить, что команда... Ай, очень опасно сейчас. Древко алебарды зашло под пелерину шлема и оказалось практически на голой шее, скорее всего, если там не было дополнительной скрытой защиты. Сергей Машков, маршал в поле, идет исправлять ситуацию. Наметанный глаз. Поправляет, не прерывая боя, он просто, ну, обозначает, что надо поаккуратнее быть, Ярик. Вообще этот формат, он не, как сказать, не поощряет постоянной возни у бортов вот этой вот вязкой борьбы. Здесь, наоборот, учитываются действия оружием, особенно акцентированные удары, и падение. То есть броски это, конечно, хорошо, но в принципе можно перефехтовать элементарно своего более там тяжелого соперника. Посмотрим, как это работает. И хочу заметить, что ребятам тоже непривычно в таком формате, поэтому они делают то, что им больше по душе, возятся. В татарском шлеме Евгений Дусявичус. Спасибо, буду знать. Татарский шлем, имеется в виду шатровидный шлем. Сейчас в углу зажали бойца с такой характерной формой, восточной, и, видимо, в хатанге. Бросает Ярик чисто своего соперника, получает за это некоторое количество очков и спокойно в этот момент может охаживать соперника, пока его оппонент, которого он повалил, поднимается. Вот такой вот принцип здесь действия, что пока ты отдыхаешь, то есть ты, ну, будучи поваленным на землю, в отличие от бугуртов, ты все еще можешь продолжать сражаться. Для этого нужно просто встать на ноги. Время, которое ты на это потратишь, оно играет против тебя, потому что твоего товарища в этот момент бьют. Вот такой вот принцип. И, конечно, это стимулирует поскорее встать и пойти исправлять ситуацию. И один из коронных приемов Ярика, нельзя не восхититься. Мы сюда пришли смотреть за тактикой двоек, но все равно Ярик успел здесь отличиться, нас поразить. Каждое действие, вот это каждое попадание боевой частью оружия по сопернику, оно дает какие-то очки команде. Не бойцу, а команде в целом. Дублируется звук, да? Сейчас я немножко... Так сделаю. И можно поднажать. Аргилян, как будто удочку забрасывает. Да, Не двоилось. 5 секунд, 4, 3, 2. Удары коленями не считаются, удары щитом не считаются. Все эти действия разрешены, но очков не будут приносить. Так, это все еще тот же бой, но мы видим, что первый раунд закончился, и во втором раунде произошли замены бойцов. Вместо Ярослава Русанова на поле выходит Даниил Горский в команде дальней от нас. А вместо человека, которого я не смогла идентифицировать в ближней команде, вышел тоже человек. Боец. Как активно начали бойцы. Без наладника. Если вы меня поможете как-то восстановить ход событий и узнать, как их зовут, будет очень приятно. Но, судя по счету, боец представитель клуба. Добивать лежачек нельзя, но можно зарабатывать очки. Ребята, да, пошли отдыхать в тень. Правильно делает боец в синем. Набивает очки, не просто стоит. Анатолий наносит серию из 2 ударов Данила. Не привык Даня фехтовать, видимо. Чтобы наши бойцы еще ярче выступали. И рассчитывает на бросок. Бросок оценивается сразу хорошо. Зрители, очень нужна ваша Поэтому, в принципе, можно на него пожалуйста. ставку делать. Валяется маршальский шест прям на борту. Вот так лучше бойцы, работаем! Работаем, мы набираем очки!
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп-бой! 1,5 минуты длился каждый раунд. В принципе, нормальное время для того, чтобы успеть какое-то преимущество забрать, показать все свои фишечки, и командную работу, и, так скажем, личные какие-то наработки. Сразу идем дальше. У нас сегодня будут бои с этого мероприятия исключительно, потому что других записей пока что особо и нету. Напомню, что номинация экспериментальная, хоть ее и очень серьезно намерены включать в турниры все чаще, но пока что можно сказать, что она только начинает свое шествие по мероприятию. Чем хороши вообще 2 на 2? Тем, что человек хочет почувствовать себя и хочет применить и свои какие-то навыки фехтования, потому что, скорее всего, с этого все начинали, все, кто приходит в стальной спорт. И тут же есть возможность почувствовать вот этот дух команды, когда у тебя есть боевой товарищ, который может тебя как-то защитить, или ты можешь прийти ему на помощь. Ну, согласитесь, не любой вид спорта может дать такой вот, помочь испытать такие эмоции. И вот у вас двое, вы где-то там в провинциальном городке, так скажем, двое единомышленников, и все, больше нет никого. Стоимость доспеха, там, она приличная, собирали всем клубом, допустим, и вы уже можете выставить свою команду и пободаться, и показать все, на что вы способны. Тем хорош этот формат. То есть в текущей версии правил, которые еще только пишутся, разрешено иметь минимум 2 человек, естественно, и 3-го запасного. В принципе, если у вас нет запасного, вы все еще можете выступать. Если в процессе боя из вас двоих кто-то выбыл, вы можете продолжить сражаться в одиночку. Снова видим в одной команде 2 алибардиста. Самое главное, набирайте очки. Явно Боец перед меня, видимо, нами сразу бойцы понял из это и питерского уже отделения, красно-желтым. начал как можно больше А набирать очков. в белом представитель клуба «Русский Орден». Не знаю, есть ли это отделение в Питере. Костя, забор держи! Учитывая, что там сейчас Не борись, Степан Костя, не Пименов, борись! как минимум в лице него это отделение. Кричат: Кости, не борись! С алибардами у нас Александр Долгаль, красный налатник. Вот сейчас он вошел в клинч. И Илья Прус, налатник команды «Старые друзья». Можно узнать ее по такому характерной косой ленте желтой на налатнике нашитой. И герб и лого команды «Старые друзья», он отличается немножко от логотипа всего клуба Берн. Это такой вот профиль медведика. Но борьба продолжается. Бойцы находятся около забора. И очень хорошо. Да, вот эта ставка на двуручное оружие, она сейчас сыграла против Ильи и против команды, которую он представляет. Потому что все-таки в бойках надо вставать. Тебя могут завязать. Но он довольно быстро встал. К сожалению, 30 секунд остается и работаем. вот двое поднимаются, снова могут продолжать сражаться друг с другом, если падение было обоюдное, не так уж Я сложно слышу зрителей, как они поддерживают. встать. Сколько у нас времени? 9 секунд, 9. Удары алебардами, хочу заметить, сейчас не акцентированы, скорее всего, судьи их могли не посчитать, а вот удары одноручным оружием, клинками, которые наносят бойцы Русского Ордена, они очень, они вот котируются, они такие удары оцениваются, и они могли перещелкать, несмотря на падение. 1 собой. Бульба. Насчет касаний земли. Чем еще интересны двойки, что в проекте правил, которые сейчас пишутся,
есть такое понятие, как выход из боя, и, ну, когда боец уже лежит, когда он безвозвратно, так скажем, упал, и касание, то есть сваливание, что-то там такое. В общем, именно в двойках, если вы просто коснулись земли щитом, кулаком, оружием, коленом, но при этом все еще держите равновесие, вы стоите на ногах и легко можете подняться тут же, вы не считаетесь вышедшим из боя. Вот. И такое положение не будет считаться падением. Придется немножко, конечно, переучиваться бугуртсменам, опытным в этом плане, что здесь действительно можно коснуться земли и тут же продолжить сражаться. А вот уже лежащего бойца, конкретно лежащего, ему придется повозиться, чтобы встать. Вот. И такое падение будет оцениваться предположительно в 5 очков. Равносильно 5 хорошим ударам. Второй раунд! Нет замен у команды Русского Ордена. У нас Нет замен у команды и два бойца Клуба с Пермь. патронами. Кто сможет больше очков собрать? Хабиба зовут? Я слышу, какой визит Хабиб. Экономят силы бойцы. В принципе, не так много времени, когда 1,5 минуты раунд. Костя, блядь, он что ты делаешь? Но видим, как выматывает этот процесс Жесткие удары наш наносят. рыцарь, потому что вставать в доспехах это нереально тяжело. Прямо каждый раз как подвиг. Он смог забрать спину. Давай! Костя! Да, задержи, захвати его, блядь! Привычный к бугуртным атакам боец Александр Долгаль, он не обращает внимания на вот эти вот удары в шлем мечом, но в этой номинации они все-таки считаются. И сейчас, пропуская каждый удар, он позволяет соперникам забрать преимущество. Не только про удары, но и про силу туда. Если удар слишком сильный. Да, Александр, спасибо, что вы рассказываете, как там было. 3 очка за бросок. Версии правил, учитывая, что номинация еще даже не то, что новая, она экспериментальная, в ней очень-очень сейчас потихонечку меняются правила, и опытным путем на данный момент было установлено, что стоящая, там, действительно логичная ценность броска будет все-таки 5 очков. Тот человек не сможет продолжать бой. Саня, ты не знал, твоя... Остается 30 секунд. Ну, вот эти удары фальшоном, конечно, уже тоже достаточно слабые. И 5 очков. Шума, чтобы они знали, куда двигаться. А вот алебарда сейчас начала работать. Александр проводит хороший бросок. Вот, ну, такое положение, конечно, тоже считается падением. Несмотря на то, что фактически это был не бросок, а сваливание соперника на землю каким-то другим путем. Ну, в данном случае пригрузом за шею. Все равно вот положение, в котором упавший боец касается корпусом, животом, спиной, ягодицами, бедром, плечом земли, оно считается падением. И оценивается не столько бросок, сколько само падение. На следующем раунде я расскажу. Отвалилось яблоко, видели? Сейчас отмотаю. Вот яблоко было на мече, а потом с ударом алебарды яблоко не стало. Таким образом, боец еще не знает, а он уже безоружен. Надо такое оружие, конечно же, поменять, потому что очень опасно. Но времени не так много осталось. Очень плотный клинч, все уже никак не будет развиваться здесь за такое время. Вот. Перейдем к следующему бою. Мы сейчас не будем анализировать, кто победил, как, кого. Мы просто рассматриваем вот эту вот новую номинацию. Теперь видим, как сражаются одноклубники. Снова у нас Павел, Ярослав, Александр и Илья, если... Да, все, я правильно сказала. Спасибо вам большое за подсказки. Мне они невероятно помогают.
Лёша, привет. Вот, теперь про судейство. Как это планируется вообще осуществлять? Я, кстати, сейчас не вижу здесь... вижу боковых судей, они просто немножко попрятались от света. Видимо, по той стороне ресталища было вообще уже невыносимо стоять против солнца. Ничего не видно, поэтому они, скорее всего, попрятались по тенькам. Видим героического Диму Краснова, который с солнца не уходит. В общем, в идеале по краям ресталищ на углах или там, где обзор будет наиболее удачным, стоят 4 линейных судьи, и каждый судья считает своего бойца. То есть, причем считает попадание по нему, а не его результативные действия. Это важно, потому что одного бойца могут бить несколько человек. Вот. Ну, то есть, вот я, например, там считаю Пашу и буду смотреть, сколько по нему прилетит 2 алебардами, сколько раз он окажется на земле, это тоже плюс уже сразу несколько очков. И также могу отслеживать, насколько он там, в каких положениях он оказывался. То есть вот эта вот система слежения за каждым бойцом, она позволяет делать происходящее чище. В отличие от вот этой попытки воспроизвести формат 2 на 2, скорее всего, следующей попыткой на турнире, в следующей попытке будет введено 2 гоф-маршала, вернее, 2 полевых маршала, простите, на ресталище. То есть 2 человека с флажками, каждый из которых будет отслеживать свою команду. Если в конкретной команде там упал боец, то полевой маршал, ответственный за эту команду, тут же идет к упавшему бойцу и фиксирует его падение. Ну, то есть он стоит над ним и не позволяет ему вмешиваться в ход боя и, соответственно, соперникам тоже как-то ему навредить. После чего боец, упавший, должен встать на ноги, показать свою готовность маршалу. Ну, мы не придумали как, но, скорее всего, просто любым способом, привычным ему, либо это салют, либо какой-то боевой клич, приличный, конечно, либо еще какое-то действие. Вот. Только после этого боец считается снова вернувшимся в бой и может продолжать там спасать товарища. Если сейчас, пока мы с такой ситуацией здесь не сталкивались на ресталище, может быть, дойдем до этого. Если оба бойца окажутся на земле, оба бойца одной команды, то бой приостанавливается. Бойцам команда, которая забрала преимущество, возвращается к своему борту, а команда, которая осталась, вернее, которая на земле, ей дается 10 секунд, чтобы оба бойца могли подняться. Если за 10 секунд этого не происходит, бойцы не могут прийти в себя или что-то еще, фиксируется техническое поражение в раунде. Вот, ну, такие нюансы я сейчас... Номинация довольно сложная, потому что она в себе объединяет и какие-то принципы турнирной оценки, и дуэльных категорий, и бугуртные, так сказать, элементы. Вот это был замах. Можно я еще раз посмотрю? Вот это круто. Люблю такие с оттягом. Смотрим на Александра. Но Паша четкий, привычным таким жестом слил просто этот удар по баклеру. Как будто комарик укусил. Не дает сейчас Александр Паше фехтовать. Паша все-таки неплохо в этом. Ну и Саша, его одноклубница, его сильные стороны позволяют ему раскрыть. Уже давай, Бульба, я вижу, вас есть любители появились. Так, тут можно сказать, что на том краю ресталища сошли 2 тяжеловеса. И есть бросок. И Ярослав, даже из такой ситуации, казалось бы, вот сейчас будет размен, он все равно умудряется довольно чисто положить соперника и пойти на поле. И вдвоем теперь наносит удар. Вот таких вот несколько ударов уже можно оценить каждые 2 очка.
Как я уже говорила, планируется систему оценки пересмотреть с этой вот осени, в которую был проведен турнир, и все-таки по-особому оценивать удары древковым двуручным оружием. Еще один чистый бросок от Ярослава. Он невероятно что-то творит. И идет наколачивать вот эти вот. Несмотря на то, что Паша практически не бьет соперника, все равно он уже становится как участник командного взаимодействия, придерживая своего соперника, он дает работать Ярославу. Вот сейчас... нет, успел встать Илья. Где-то там жалеет об этом. Отличный бросок сделал Павел Беляев. И вот это все, за что мы любим бугурты, да, оно здесь тоже разрешено. Очень круто, то есть можно развернуться, и мы видим ту самую ситуацию, когда два бойца одной команды на земле. Здесь, видимо, еще судьи на этот момент не придумали, что делать в такой ситуации. Сейчас такой случай проработали, предположили, вот, и, скорее всего, если проект правил будет одобрен вышестоящим руководством, в этом случае будут разведены команды по сторонам, а упавшим бойцам будет дана возможность подняться за определенное время. Ну, это чтобы не было, как, знаете, в MMORPG, когда ждешь на респауне своих соперников и в 1000-й раз там их выносишь. Ну, собственно, все, вот, техническое... Или время истекло, да, времени уже оставалось буквально 3 секунды. Если бы его оставалось больше, возможно, парни бы еще смогли встать. Перерыв здесь... Надо заглянуть в правила. Кажется, минута. Бойцы готовы, зрители готовы, и бой! Посмотрим, насколько удалось ребятам отдохнуть за это время перед вторым раундом. Ярослав наносит одиночные удары. Ну, явно у нас в этом формате фаворитом конкретно на этом мероприятии можно назвать команду Бросок, возможно. Ярослава и Павла. Павел стремился в забор и нет! Поймал момент Ярослав. Побил товарища, но понял, что в этот момент и Паша подходит немножко агрессивно. Алибарды от Александра. Спасибо. Спасибо большое за донат. Итак, два бойца. Устала команда. Доминирует. Посмотрим, что будет дальше. Будет ли еще какой-нибудь Саша. бросок. Есть бросок. Так понимаю, они вообще без замен выступают. Еще один бросок, 30 секунд остается у нас. Не реализовал Паша эту возможность. Наносит мощный удар. Но есть у меня ощущение, что И выходит снова обратно. Паша и Ярик, они немножко так не жестят, скажем так. Все-таки все вместе тренируются. И еще один бросок, 10 секунд. 9, Замечательный бросок от 8, Ярослава. 7, Очередной. 4, 3, 2, 1, стоп! Здесь И преимущество ваши явно аплодисменты, это был второй раунд! за той командой. Давайте немножко обсудим сейчас. Сложно вот таким потоком воспринимать. Давайте вы позадаете вопросы, а я попробую вам на них ответить. Если, конечно, смогу. Потому что я могу узнать не все. Ну что, у меня там не загрузилось еще? Что ж такое, блин, с этим ВКонтакте про мобильный? Ну ладно, ничего. Да, номинация интересная. Мне лично она кажется очень перспективной для всех любителей. Для всех любителей всего.
средневековом спорте, потому что здесь есть место и фехтованию. Сейчас еще, к сожалению, вот конкретно в тех примерах, которые мы рассматриваем, нет такого раздолья фехтовальщикам техничным. Просто потому что ребята, привыкли ходить в бугурты и больше используют эту тактику, бугуртную. Но когда я думаю, что случится такой момент, когда все войдут во вкус и начнут друг друга начнут набирать очки всеми доступными способами. Да, без замен можно представить. Хотя, казалось бы, да, 1,5 минуты раунд, это вообще, ни о чем. Бойцам, которые привыкли именно выступать как в массовых номинациях, они знают, что падение — это все, ты упал и лежишь до конца раунда, ждешь, когда решится там, в ту или иную сторону боевой процесс. Вот. Здесь ты просто так не отлежишься. Тебе просто нехорошо отдыхать и загорать, пока твоего товарища бьют. Не знаю, что было в Екатеринбурге. Если вы пришлете ссылку, я с удовольствием прямо вот сейчас бы посмотрела. Пока есть возможность, я бы скачала. Собираются ли продвигать? Да. Иначе бы я вам сейчас про нее не говорила и не тратила бы столько времени на личное посильное участие в разработке правил. Мне она кажется самой очень интересной. Вот. И я уверена, что посмотрев этот стрим, как-то подискутировав на эту тему, мы тоже придем к этому выводу все. Просто чтобы номинацию продвигать, надо ее должным образом подготовить. Должна быть нормативная база, очень четкая, должно быть прописано все максимально подробно, все разрешенные действия. Вы знаете, что такое правило и насколько они важны для любой номинации. Нет, это не дичь ни в коем случае. Говорить о дичи у нас есть умельцы, я не буду отнимать у них хлеб, зачем? Я на самом деле ищу документ с правилами. Так. Я наслаждалась, Ярик, твоими бросками, твоей работой с алебардой, работой в поле и вообще. Мне все время кажется, что вокруг тебя какая-то создается аура, и люди начинают неистово, как сказать, не то что тупить, а зачем-то они, зная о том, какой ты боец, они на тебя бегут, каждый раз попадаются на одно и то же движение, вот, либо там какая-то гравитационная ловушка, я не знаю. 2 раунда продолжительностью 2 минуты. Вот вы сейчас сражались по 1,5 минуты, и это было тяжело, а планируется в следующей версии все-таки попробовать 2 минуты, чтобы дать бойцам, так сказать, раскрыться во всей красоте. Перерыв будет 1 минута. Правила потери оружия такие же, как в бугуртах. Вы можете взять запасное с пояса, взять запасное у товарища, находящегося в бою, взять запасное с точки респауна за бортом у запасного бойца. Вот. Если это алебарда и она прислонена к борту ресталища, то ее можно тоже так же взять спокойно. Так. Допуски снаряжения все, естественно, проходят по требованиям HMB. Поскольку номинация экспериментальная, все еще есть возможность как-то изменить этот момент, повлиять на длительность раунда. Я обязательно ваши замечания передам в маршальский комитет. Пожалуйста, отпишитесь, кто имел опыт участия в этой номинации. Расскажите, как вы считаете, 2 минуты это вообще реально
в таком формате провести 2 минуты на раунд, или все-таки оставить 1,5. Александр, я поняла, что вам было тяжело, я вам очень сочувствую. Еще очень повлиял, скорее всего, просто погода. Солнце, оно палящее солнце нагревает шлемы какой-то космической температуры, и становится вообще невозможно делать ничего. Да, если есть замена, конечно. Сбалансированный одноручный меч. Но, насколько я знаю, пока не планируется вводить баланс, как это в про-боях, да, сейчас принято. В допуске оружия для профессиональных поединков рыцарских присутствует такой параметр, как баланс оружия. То есть у вас не может быть линейка со смещенным к рукояти, к яблоку весом. Вы обязательно, оружие, которое вы держите в руках, должно обладать определенной инерцией. На текстолите 2 на 2 стояли по минуте с 15-секундным перерывами 4 раунда. Ого. Ну, текстолит, конечно, он... А в чем вы были одеты? Извините за подробности. Тут даже дело не в том, какое у тебя оружие в руках, а в том, что на тебе доспех, стеганка и все прочее. Резонное замечание, что если будет 2 минуты, которые просто бойцы не осилят, не вывезут по выносливости, то это может спровоцировать стояние и отсутствие динамики. Я поделюсь своим опытом на тренировках, в тренировочном снаряжении, то есть в мягком, да, мягкие колени, шлемы для... Ну, тоже мягкие шлемы, тимбары и всякое такое, стеганки. Мы пробовали по правилам польских двоек драться, причем раунд у нас был минуты 3. Ну, как-то так, нам просто было любопытно, каково это падать и вставать, падать и вставать. И сражение у нас было похитовое, то есть на каждом было определенное количество жизней. Если тебе их снесли, ты садишься и 10 секунд выжидаешь. И это тоже очень тяжело. В доспехах мы даже не замахивались. Как тренировка, офигенно. Можно себя развлечь тем, что подаешь какой-то сигнал, когда входишь снова в бой. Мы кричим «Курва!». Ну, польки-то двойские. Вот. Если натренироваться как следует, естественно, выносливости хватит и на 2 минуты, и на 4, и так далее. Но надо отталкиваться от общей массы бойцов и смотреть, как они будут справляться. Ну, на то номинация экспериментальная, что ей еще пробовать и пробовать завоевать сердца бойцов и зрителей. Давайте еще немножко посмотрим. У меня есть еще парочка записей. Так, сейчас мы вот это смотрим. А, нет. Мы видим снова русский орден. Напомню, что бойцы у нас на солнцепёке, они в принципе не привыкли в таком режиме сражаться. Они привыкли к тому, что упал, все, лежишь до конца раунда. Здесь нужно постоянно продолжать двигаться. Ничто тебя не должно останавливать, кроме команды маршала. Ваши аплодисменты, друзья, и у нас бой! Так, а где у нас второй представитель команды? Видимо, это была какая-то тактика. Трогайте друг друга. Почему боец допущен без яблока на мече? Это то самое оружие, которое пострадало от удара алебардой, и снова мы видим бойца с ним. Ну, разве что статус номинации еще
позволяют такие вольности. Конечно, это очень опасно. Вот, еще видим иллюстрацию командной работы. Снова пробуют ребята прорваться. Напомните, как бойца зовут? Сейчас я отмотаю. Меня напоминали Евгений Астафьев и... Евгений Астафьев, да? И Дусящичус. В профбоях по 3 минуты. В профбоях, опять же, зависит от формата проведения. Есть профбои контрактные. Это когда два бойца заранее знают, что они едут сражаться только друг с другом. Они бросают на это все силы. Идет некоторое информационное освещение этого поединка. Как правило, это бойцы очень высокой квалификации. Вот, этого боя очень ждут, его анонсируют, делают всякие файт-карты. Не знаю, женщины называют детей в честь этих ребят и все такое. Тогда бои длятся 3 раунда по 3 минуты. Женская лига 3 раунда по 2 минуты. И если очков... В общем, если бой между бойцами, у которых рейтинг в лиге WMFC не превышает какого-то определенного порога, то они тоже дерутся 3 раунда по 2 минуты. Но чаще мы видим турниры по профбоям, где уже у нас каждый бой длится 2 раунда по 2 минуты. Вот такое небольшое состояние. Аккуратничают бойцы, Ребята не дают их раздергать, потому что соперники провоцируют на какие-то действия. И в этот момент... В первом раунде, а на втором раунде выйти посвежее. Ну, как бы воспользоваться этим, переиграть тактически, позиционно. Неплохо сейчас Евгений там набивает очки. С хорошей достаточно амплитудой, замахом. Напоминаю, самое главное набрать как можно больше ударов по команде соперника. Интересен формат тем, что можно прямо вот по 2 раза каждый бой смотреть, потому что если начинается фехтование, то тут уже и разбираем, соответственно, как фехтование эти бои. Будет ли у нас бросок? Очень красивая подача сейчас была. Голова-нога. И видим, наконец-то, в действии командную тактику. Боец, извините, не знаю как. Анатолий Панфилов, спасибо. Саша, прямо сегодня кладезь. Я себе заскриню все эти ваши комментарии и обязательно где-нибудь сохраню. Видим, как Анатолий сейчас идет на соперника. Ну, мы привыкли, что, да, если нам смотрят в глаза, то вроде как сейчас с нами будут фехтовать, там продолжать как-то. А тут он раз и бросил соперника, еще и меч сломал об твоего товарища. Удар в голову мечом, меч у Анатолия ломается, он этого не замечает. У нас есть сломанный клинок. Расстраивается. Бой приостановлен. Ну, все бойцы понимают. Да, про поломки. В текущей версии экспериментальных правил поломка снаряжения ведет к приостановке всего боя. Бойцу дается возможность заменить оружие, починить его. А если это невозможно, то можно... Ну, мы сейчас говорим не только о мече, да, об оружии, но и о снаряжении, частях доспехов и так далее. Вот, если невозможно починить доспехи, например, вам там с мясом оторвали стальной локоть, и все, вы не можете продолжать, потому что это просто будет опасно. Вот, то тогда... сейчас вспомню. Вернемся к этой теме после этого боя. Я знаю, что будет, но конкретные цифры хочется все-таки сказать. Не быть голословным. Скотч, все условия починки снаряжения все такие же, как в HMB. То есть скотчем вы не намотаете много, просто потому что вас не выпустят за неаутентичность. Помните, у вас 1,5 минуты, и нужно как скотч можно разрешен скорее для набирать починки очки. только матерчатый.
Не ярких цветов. Давай, зажми его и Здесь поможет фехтование для наших бойцов. Евгений, кстати. А вот интересный момент, сейчас, извините, я вернусь, просто не успела отследить. Давайте в атаку. Стоп, время! Время закончилось. То есть, пока Анатолий ходил менять клинок, закончилось время. Видимо, не тормозили просто его. Ну, тут все вот так вот еще нащупывают судьи нужные моменты правил, где-то себе что-то помечают. Видимо, понимают, что сейчас нет смысла продолжать этот раунд. Осталось, может быть, там каких-нибудь 5 секунд до его конца. И даже если боец поменяет оружие, то существенно ничего не изменится за это время. Вот. И в следующем раунде уже видим, как на замену Евгению Астафьеву выходит Помните, у Евгений вас Гусявич. 1,5 минуты, и нужно как можно скорее набирать Анатолий очки. взял фэшон. Посмотрим, как он будет орудовать. Замен в команде русского ордена нет. И не было. Такой там длиннющий меч у бойца русского ордена, как он неплохо. Фехтование для наших бойцов. Глаза разбегаются, хочется везде посмотреть на фехтование, потому что ребята наконец-то начали это делать. По кругу. Всячески пользуюсь рельефом местности, а именно ресталищем. Зажми его в угол и бей! Не могу сказать, кто сейчас техничнее фехтует из двоих вот этих бойцов. Но контратака лучше всего заходит у бойца из русского ордена. Это самая настоящая фехтовальная Контратака из финты. номинация. Прямо он почти каждым ударом достает. Не знаю, видят ли это судьи. Бороться можно бить щитом и кулаком, но эти удары не засчитываются. Здесь засчитывается только Да, Танин голос, касание клинком в голову. голос ее поддерживающий своих одноклубников. Хорош. 10 секунд. Стоял, надо отдать 9, должным, стоял 8, боец 7, на ногах. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Видите, что судьи уже входят в ресталище, чтобы обменяться счетом, сложить 2 и 2. Ну вот как так? Не подпоясано. Ай-яй-яй, нехорошо как. Сейчас я вернусь к правилам и расскажу, что у нас там с поломкой снаряжения. Так. В случае поломки снаряжения одного из бойцов раунд приостанавливается. То есть течение времени приостанавливается раунда, хронометрист жмет паузу. Гофмаршал фиксирует поломку, и команда соперников получает 5 очков. Да, ну предположительно, пока эти цифры еще могут измениться, но вот мы сошлись на том, что эта цифра, она справедлива для поломки, которая тормозит процесс. В принципе, если вы вспомните правила профбоев, там за поломку снаряжения дается 3 очка. И за хороший качественный бросок тоже 3 очка. То есть за поломку снаряжения соперника и за бросок соперника. Вот. Ну, здесь было принято решение про 5 очков, просто потому что опытным путем вычислили. На починку дается 1 минута. И все, то есть нет такого понятия, что 1 минута, потом будете ли продлевать и снова 1 минута, и снова 5 очков штрафных. Нет, иначе будет очень затянутое действо. Если не хватило минуты, то вместо этого бойца на ресталище может выйти запасной боец, если он есть, конечно. В этом случае команда соперника получит еще 5 очков. Вот. А если запасного бойца нет, то есть офигенный выбор у команды снаряжения, которое поломалось. Можно продолжить раунд в меньшинстве, то есть 1 в 2, да, так можно, почему бы нет, с криком «Запомните меня». Мне кажется, каждый мечтал однажды выступить. Либо закончить раунд, отдать победу и преимущество в 50 очков. То есть, простите, я некорректно выражаюсь, не победу в раунде, да, отдать.
потому что поломка может быть и за 5 секунд до конца боя. Какая победа, если вы вели, допустим. Но в этом случае, если вы не согласны продолжить в меньшинстве, запасных у вас нет, снаряжение у вас сломалось, есть один только боец, который готов продолжать, можно закончить раунд и отдать техническое преимущество команде в 50 очков. Как я уже говорила, да, сломанная алебарда, вообще сломанное оружие, оно приравнивается к потере оружия. То есть поломка оружия ни в профбоях, ни в турнире, ни в бугурте не штрафуется. Но если ты оружие сломал или потерял, то ты считаешься безоружным. Атаковать ты не можешь, можешь только защищаться и искать способы снова вооружиться. Я напомню, что вооружиться можно в двойках точно так же, как это происходит в бугурте. Взять запасное оружие, имеющееся при вас на поясе, например, да, хороший вариант. Принять другой комплект оружия у запасного бойца своей команды, находящегося в обозначенном месте за пределами ресталища, ну, на респауне, так называемом. Взять запасное оружие участника своей команды на ресталище, находящегося в бою. То есть, если ваш сокомандник в данный момент времени валяется и не может встать, вы его оружие взять тоже не сможете. Вот, он должен быть в бою в конкретный момент времени. Вот. Ну и я напомню, что здесь смысл вот этого вот респауна оружия и перевооружения в том, что вы не касались поверхности ресталища. Но древковое оружие, прислоненное к верхнему брусу ограждения, его взять можно. Только в промежутке между тем, как вы оружие потеряли и взяли его, вы все еще безоружны и не имеете права атаковать. Если вы, зная о том, что вы безоружны, будете драться активно, вы получите желтую карточку. Так, ну, также хочется сказать про неактивный клинч. Неактивный клинч — это когда вы два бойца сцепились и не позволяют друг другу ничего сделать. Никакого развития ситуация не получает, и вообще это довольно скучное зрелище. В данной версии правил было решено ограничить такой клинч 10 секундами. То есть за 10 секунд никакого развития не случилось, все скучно и уныло. Полевой судья может такой клинч развести. После того, как он развел бойцов и снова скомандовал бой, бойцы могут, не обязательно им атаковать друг друга, они могут поменять направление, тактику и вообще убежать в другой угол. Ну, собственно, как и в бугурте. А победа в двойках присуждается команде, которая набрала наибольшее количество очков за 2 раунда. То есть тут нет такого понятия, как победа в раунде. И счет будет не по раундам, а счет сквозной через 2 раунда. Все, что вы нащелкали, набили, нападали в течение этих 4 минут эффективного времени. Так. Что еще важного сказать? Можете меня мучить, спрашивать, я переживаю, что, может быть, слишком быстро говорю непонятно или еще что-то. Это я могу. Я знаю, что такое бывает со мной. Поэтому спрашивайте. Я попробую, может быть, переформулировать что-то более понятно. К 2 бойцам, которые стоят, подходит 3-й. Не поняла вопрос. В бою, то есть 2 бойца... в клинче ты имеешь в виду, Ярик? То есть 2 бойца в клинче, 10 секунд. Ну, конечно, это определенно уже будет какое-то развитие. Здесь действительно они уже, несмотря на то, что они в клинче, они являются участниками активного какого-то действия. То есть в данном случае это командная работа уже считается. То есть один из бойцов в клинче, не давая провести никакой прием своему сопернику, он подготавливает его как грушу для битья для своего сокомандника, который вот-вот бежит и сейчас начнет. То есть он уже вполне себе производит какое-то активное действие этим удержанием. Вот, поэтому нет, в таком случае не разведут этих двоих.
часто бывает такое, что один боец держит другого, ждет, когда прибежит его алибардист. В этом случае соперник, которого держит, ну, у нас перед глазами куча примеров, наверное, такой ситуации. Конечно же, этот соперник будет делать все возможное, чтобы освободиться из этого клинча, а не просто стоять. Ситуации, где бы это продолжалось больше 10 секунд, 2 в 1, и дают работать там алебардой по одному. Таких ситуаций мало. Либо этот боец садится сам, ну, показывает, что ему хватит, либо еще что-то. Еще вопросы. Я готова. Я в ударе. Так, что еще не сказала? Насчет вот той ситуации, когда два бойца на земле, два бойца одной команды на земле, бой приостанавливается в этом случае, да. Но пока на ногах хотя бы по одному бойцу от каждой команды, бой будет продолжаться. Они могут в разное время вставать, там преимущество быть то у одной команды, то у другой. Ну, 10 секунд для неактивного клинча, когда двое стоят и реально ничего не делают, но это даже много. В профбоях это 7 секунд, и то иногда ждешь, когда же они закончатся, когда ты зритель. А 10 секунд для такой номинации скоропроходящей. Мне кажется, это даже много, я бы поменьше сделала, если честно. Так. Мы с маршалами вот не сошлись по вопросу, можно ли использовать бойца, который упавший, да, который пытается встать, можно ли его использовать как рельеф местности. Можно ли, как в бугуртах мы это делаем, на него вести соперника и чтобы он об него споткнулся. Вот как вы считаете? Давайте небольшой дискус сейчас откроем на эту тему. Может быть, мы к чему-то придем благодаря этому. Так. И важный момент, да, для того, чтобы получить свои почетные 2 очка за попадание длиннодревковым или полутораручным оружием, обратите внимание, полуторный меч, например, или полуторный топор, тоже может принести вам 2 очка, но только в том случае, если в момент нанесения удара такое оружие удерживалось 2 руками, то есть полуторным мечом щелчок, например, он все равно будет приравниваться к 1 очку. Ну, естественно, аксиома в том, что засчитываются только сильные акцентированные удары боевой частью оружия, которые не были парированы защитным действием, там, щитом или клинком. Так. Да, я понимаю, но мне кажется, все-таки, если боец выбыл, и он пытается там где-то встать, и если у нас эта турнирная номинация все-таки поощряет фехтование, в том числе, мне кажется, он никаким образом не должен вмешиваться в боевой процесс, даже будучи там бугорком на ресталище. Ну, в общем, это спорный момент, который надо еще обдумать. Тем более он, этот боец, вставая, он может повлиять на ход боя. Он может так удачно встать, как-то там, как, не знаю, ногу подставить в нужный момент или еще что-то. Он же шевелится в этот момент. Он не лежит, как это в обычных нам привычных бугуртах, не лежит неподвижно. Он производит активные действия, но при этом пребывает вне боя. На мой взгляд, я придерживаюсь того, что никаким образом к нему в этот момент нельзя приближаться. Вот, и так ему не сладко, он встает. Это все потому, что кровожадные.
Ну, вот именно, что он не просто лежит, он, как правило, всегда встает. Если он не может там долго встать, то, вероятно, с ним что-то случилось, там перегрев он словил или еще что-то. Полуторник, полумеч. Мне не знаком термин полумеч. Я не знаю, что это такое. Полуторные мечи разрешены, конечно же, как и во всех остальных номинациях. Так. Что еще не сказала? Ну, в общем, надо шевелиться на протяжении всего отведенного времени. Не отлежишься, не отвисишь на ресталище. Надо постоянно быть готовым драться. Так, это сказала. Это сказала. Сказала. Про раунды сказала. Раунды, они в основном как понятие временное введены. Не временное, а временное. То есть победы в раунде нет. Есть победа только в бою при получении наибольшего количества очков в обоих раундах. Я сегодня много новых слов узнала. Что такое муховес? Так. Ну, разрешенные технические действия у нас все те же самые, что и в бугуртах. Включая захват небоевой части оружия. То же самое правило есть, что боец длиннодревковым может продолжать бить соперника, например, кулаком, но при этом он обязан удерживать все равно оружие другой рукой. Броски, подсечки, захваты корпуса, различные захваты. И атаковать противника, потерявшего оружие. То есть безоружного тоже можно. Но считаться будут только удары боевой частью оружия. И броски. Здравствуйте всем, кто только к нам пришел. Мы здесь разбираем новую номинацию экспериментальную. Меч Бастард, я слышала, тоже такой же принцип использования, когда одна рука на рукоятке, вторая на клинке. Не встречала у нас таких мечей. Два меча, почему бы нет? Можно взять в каждую руку по мечу и идти ими как-то драться. Не запрещено. Вот черт, сейчас кажется. Ярослав себя откроет новый талант, и судьи просто начнут нервно курить все резко. Потому что два меча очень тяжело считать. Да, полумеч, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду, он используется в турнирах более аутентичных, вот, где, ну, в общем, не в бугуртах точно. Так. Важный момент, что запрещено бить бойца, который вышел из боя, то есть который упал, да, и который встает. То есть в процессе вставания тоже запрещено к нему вообще по отношению к нему что-либо делать. Его как бы нет. Соответственно, этот же боец, который встает, тоже не может ничего делать, кроме как дождаться команды маршала, что он может войти в бой. Еще раз я повторю для тех, кто только что пришел, что в этой номинации падением считается немножко
Это немножко более узкое понятие, чем в бугуртах. В бугуртах падением и выходом из боя считается касание 3 точками, будь то там кисть, щит, колено, все это будет считаться падением, то есть вы вышли из равновесия, вы упали. Вот. В двойках предполагается, что падением будет считаться ситуация, когда вы совсем потеряли равновесие и не можете встать там, за секунду, за 2, например, вскочить на ноги. То есть это если вы коснулись корпусом, плечом, бедром, ягодицами, животом, спиной. Сами понимаете, что в этой ситуации, я не знаю, только Лю Кенг и то в доспехах, он вряд ли это сделал бы за 2 секунды. Мне кажется, я сейчас такой челлендж для Макса Юна придумала, чтобы он в доспехах встал на ноги, я не помню, как это называется, вот этим пружинищим движением со спины. Макс, привет! Я только про тебя говорил. Возможно, из-за него придется переписать этот пункт правил. Короче, боец должен быть достаточно устойчив, чтобы продолжать бой. Вот. Еще будет уточняться этот момент, чтобы уж наверняка никаких лазеек в правилах не было. Но еще раз обращаю ваше внимание, что здесь более такие щадящие момент для щадящие критерии оценки падения. Да, подъем разгибом, точно. Спасибо, я забыла. Позор какой. Любимое оружие в бугуртах у меня шестопер одноручный. Но это за границей только если. А так мне нравится топор полуторный. Ну а если вопрос не ко мне, то каждый может рассказать, какое у него любимое оружие в бугуртах. У нас осталась последняя запись мероприятия, на котором были второе мероприятие, на котором в России пробовали ввести польские двойки. И еще раз я напомню всем, кто только что присоединился, польскими они называются, это такое нарицательное их наименование, потому что впервые такой формат был в каких-то 2000-х в Польше. Также были попытки чего-то похожего или намерение провести. Я, к сожалению, не застала уже этого. В серии турниров «Богатырь», организатором которой являлся или является до сих пор Виталий Кравченко, надо у него уточнить, как он там, кстати, этот «Богатырь» поживает. Вот. Что-то там про двойки тоже было, но я так поняла, что это было больше похоже на передачу тегов в рестлинге. Копье хорошая штука, да, мы тут обсуждаем ЕСБ. Копье как дисциплина есть в спорт-мече. Конечно, вот мы недавно обсуждали на прошлом стриме, в состязаниях раннего средневековья тоже активно копья используются. Есть даже номинация «Мастер копья». А сейчас мы попозже, в более позднем средневековье, вторгнемся. Ох! Хороший удар какой. И еще один пропускает Евгений. Вот моментик. Давайте вернемся сейчас к началу. Вспоминаем. Я упражняюсь снова в том, чтобы запомнить бойцов. Илья. Александр. Евгений. По-моему, 2 Евгения должны быть к нам спиной. Вот да. Одни старые друзья против других старых друзей. Как известно, удары от старых друзей по старым друзьям, они самые дружеские, самые крепкие. Александр, я правильно понимаю, что это вы сейчас пишете в чате, и это вы там вот сражаетесь? Хороший маневр.
И еще один удар. Вообще шикарно. Вот сейчас будет момент захвата клинка рукой свободной. Вот. Да-да-да, вот он этот момент. Нехорошо. Все-таки я знаю, что этот момент не прописан в правилах, то есть нет прямого запрета на захват клинка сейчас в бугуртных правилах, но этого атакующего действия нет и в разрешенных действиях, в пункте разрешенные действия в ИСБ. А в пункте запрещенные действия четко прописано, что не разрешается использовать ничего, что не прописано в пункте разрешенные действия. Вот, короче говоря, как-то так. Таким образом, у нас захват клинка запрещен. Поломалась. Чуть не досталось Сереже. Сейчас еще раз посмотрим этот момент. Поломка снаряжения. Сергей Баганенко отследил. Илья стоит, не знает, что ему делать. Вроде бы бой-то не останавливался. Женя, беги! Не досталось Сереже. Женя, убегай! Вот сейчас было принято решение в текущей версии правил в случае поломки все-таки приостанавливать бой. Это такой момент, ну, можно довольно долго чинить поломку, и все это время будут охаживать 2 в 1, нехорошо. Поэтому вот такого уже не повторится. Ай. Ну, вы видите, да, что Илья бьет обухом, он не намерен особо сейчас причинять страдания своему одноклубнику. Ну, конечно, если данная номинация выйдет на какую-то серьезную уже международную арену, и там будет стоять на кону золото чемпионата мира, например, то, конечно, таких эпизодов мы там не увидим. Да, второй бой, здесь все-таки это дружеская такая потасовка между одноклубниками. Вот, то, о чем я говорила. Сейчас... Блин. Ну, давай. А второй бой тогда уже можно не начинать. Сейчас Евгений в положении уже вне боя, он упал. За это команда соперника получает какое-то количество очков. На данный момент прописано, что 5. А Александр же. Сейчас. Ой. Да, Александр сейчас в том положении, которое не считается по новой версии правил, не считается падением. То есть он из этого положения может довольно легко встать. Он все еще касается стопами ресталища и может легко подняться. В этой ситуации, когда оба соперника, так скажем, выведены из боя, один по поломке снаряжения, другой потому что упал, в новой версии правил, да, будет... И лично там, ну, я продвигаю инициативу, чтобы в таких случаях по-особому оценивалось, ну, еще накидывали очков команде, которая добилась вот такой вот аннигиляции соперников, счета 2-0 или 1-0. Допустим, это было бы 10 очков. На мой взгляд, это было бы справедливо, то есть ребята привели ситуацию к тому, что они там полностью завладели ресталищем. Вот, после этого бойцов разводят, дают время встать и продолжается бой. Потерял оружие Евгений. Да, что-то это проеб. Евгений не увидел дружеского жеста от Ильи.
Все еще ведется там какая-то поломка. Если бы, конечно, у ребят была замена, то сейчас бы уже выпустили замену на поле, получив штрафные очки за поломку и за вывод замены. Но вот надо дать должное Евгению, он сражается в одиночку против двоих. Замена есть, вывели замену. Простите, это Анатолий. Анатолий врывается в бой, спешит на помощь. Не пускает его Илья вот так вот спокойно, сейчас не оббежишь, тут не так много точек внимания, на которые можно было бы отвлечься, и действительно сложновато использовать командную тактику, но когда это получается делать, это, конечно, офигенно выглядит. А подскажите, Анатолий из какого клуба? Из Нюрнберга, я правильно понимаю? Ай! Отлично. Хороший чистый бросок, но тут же Анатолий встает и врывается в бой. Вот о чем мы говорили, насколько динамичная эта номинация. Здесь надо постоянно двигаться, и ты не расслабишься, даже если уронил соперника. Даже уже устали бойцы махать алебардами. Снова все сводится к бою у борта. Хороший бросок. Отбивается прям вот уже фактически локтями Анатолий. Красиво, но очков это не приносит. Это разрешено, это все. Боксерские уходы от ударов алебарды в исполнении Анатолия. Снова уже устали все бойцы, но тут зарешал опыт и масса. И наконец-то заканчивается. Долгий бой получился, прям больше 3 минут. То есть, получается, все-таки где-то там остановили время для того, чтобы починка была. Кто-то что-то не отследил. Ну, в общем, сыровато все еще, да. Тут это никакого секрета нет в том, что номинация экспериментальная. Уже даже и правила успели экспериментальные сменить. Так что вот. Читаю комментарии. Говорил ли я? Да, мне очень нравится эта номинация. Она вот сочетает в себе все, что мы любим. И пофехтовать можно, и как-то командно посражаться. И самое главное, что она дает возможность немногочисленным объединениям, да, как-то себя проявить. То есть, если там в маленьком городе и историческим средневековым боем занимается там 2 человека, вот есть они, идут по жизни, 2 товарища. И очень им хочется подраться в бугуртах там или в чем-то еще. Но у них есть возможность и сыграться этой двойкой, и как-то уже начать, если когда-нибудь будут рейтинги, например, они смогут о себе заявить. И, в общем, это еще одна возможность просто снискать рыцарскую славу. Наверное, так. После того мероприятия Анатолий перешел в Берн. Ну, будем знать, хорошо. Взять меч обеими руками за клинок и бить навершием. Вы можете сделать это где угодно, но только не в историческом средневековом бою. Ну, нет, даже уже в профбоях прописано, что вы должны удерживать оружие за рукоять. У Ивана Васильева он пошел еще дальше, теперь рукоять надо обозначать. Особенно на древковом одноручном. Нужно обозначать, где граница рукояти, чтобы и баланс измерять, и вели себя все хорошо. Конечно, если взять, вот этот подвиг, о котором Андрей говорит в комментариях, попробовать изобразить прямо в процессе боя, естественно, это будет красная карточка и дисквалификация. И да, про красные карточки. Тоже момент. В двойках это как реализовано. Если команда получает красную карточку, боец команды, то этот и следующий раунд они проводят в меньшинстве. То есть ваш
товарищ будет отдуваться один за двоих. Вот такая вот нехитрая математика. И только после этого можно будет вывести запасного бойца, если он, конечно, у вас есть после того, как дисквалифицировали краснохода. Гендерно смешанные бои М и Жо. Нет, я думаю, что мы до такого не дойдем. Мы только от этого ушли, и вот опять. Макс, если очень хочется, ну, я не знаю, есть же другие виды, где это можно реализовать. Ну, в общем, дорогие зрители, мы сегодня посмотрели все, что хотели посмотреть. Мне ссылок на древние записи двоек польских, которые я сама не нашла, никто не прислал. Вот. И поэтому нам, к сожалению, нечего смотреть. Если вы мне скинете вот буквально там в течение минут 5, может быть, мы что-то еще обнаружим. Пока я готова отвечать на вопросы по этой номинации. Еще раз повторюсь, мне она очень нравится. Вот. Это прям возможность не простаивать, если, например, у вас что-то с командой случилось, как вот в нашем случае там с Катюшей, да. Мы сейчас просто элементарно недобор бойцов, которые могли бы хорошо конкурировать. В рамках 14 февраля совсем не обязательно одеваться в доспехи и проводить смешанные бои. Мне кажется, есть масса других развлечений. Спасибо за подписки, Александр. Респект. Напоминаю, что да, пожалуйста, как сказать, если вам нравится то, что мы здесь обсуждаем, мои какие-то старания, труды на этом поприще, не поленитесь подписаться, там, нажать какие-нибудь еще кнопки, репостнуть, поделиться с товарищами, рассказать об этом. Мне будет приятно, что этот труд как-то оценен и что больше людей узнают о нашем вот с вами увлечении. Так, ну что ж, если у нас не нашлось древнего контента на тему польских двоек, то мне больше вас нечем развлечь, к сожалению, и все. Макс, спасибо. Кстати, я хочу всем напомнить, что Макс Юн, вот который сейчас комментирует, не только супер крутой боец и легковес, которого всегда приятно смотреть, слушать. Теперь это можно делать прямо у него на канале. Подписывайтесь, заходите. Тройки в ИСБ. Тройки в ИСБ, во-первых, уже были. 3-на-3 мужские и женские, первые лиги. Это было такое, ну как, промежуточная дисциплина между ничем, между 1 на 1 и пятерками, которые сейчас являются наиболее популярным направлением командных боев. Да, тройки были. И более того, в какой-то момент их упразднили просто как класс. Решили оставить только пятерки, не плодить сущности, а сейчас снова есть вероятность, что вернется этот формат и будут прям отдельная лига для троек. И у женщин, и у мужчин. Ну, тройки уже проводятся по стандартным правилам командных боев и ИСБ. Так приятно на вопросы отвечать. Чувствую, что прям не зря стараюсь, что-то тут рассказываю. Обидно, что с ВКонтакте так получилось. Так. Как я там оживился Facebook. Что стало с лигами? А что стало с лигами? Насколько я знаю, Бугурт Лига активно работает над совершенствованием лиги 5 на 5, 12 на 12.
Ну, если Лига 5 на 5 это командные бои, то 12 на 12 это так называемые клубные уже состязания. И, возможно, вот, как я уже сказала, будут введены тройки, но лучше эту информацию получать не от меня, а от, например, Артема Васильева, который точно знает. Я говорю только о том, что слышал на собрании на Реконе. Возможно, это были только проекты на далекую перспективу. И дуэльная лига планируется ввести прям чуть ли не в этом году, если нам позволят обстоятельства. Дуэльная лига это уже рейтинг и особый принцип оценки достижений бойцов в 1 на 1. Насколько я знаю, да, первую лигу упразднили. И именно поэтому сейчас хотят ввести тройки. Потому что с упразднением первой лиги команды, участвующие в 5 на 5, начали терять конкурентов. Скажем, просто лигу это упразднили. Я поясню для тех, кто не в курсе. Первая лига это фактически новичковая лига. Ну, не то что новичковая, а для менее опытных бойцов, менее опытных команд. И была высшая лига для команд высшего эшелона, которые уже много лет там сражаются, занимают первые места на чемпионатах мира и так далее. Вот. И когда упразднили разделение, то фактически не исключалась ситуация, когда новички выходили под каток мегаопытных бойцов. И за счет этого потерялась мотивация у новых команд. Сейчас, насколько я знаю, эту проблему хотят решить введением троек. Ну, Ярик, тебе вообще за это не надо переживать, мне кажется. Ты сражаешься уже в одной из топовых команд высшей лиги. Так. Смотрю, Facebook, по-моему, мне кто-то что-то пишет там. Еще вопросы? Ой-ой-ой. Сколько всего. Не понимаю я этот Facebook. Жуть. Ой, сколько комментариев. Привет всем, кто смотрит на Фейсбуке. Извините, что не на английском. Sorry for Russian. Однажды, когда я, не знаю, буду богатый, знаменитый и так далее, у меня будет целая команда пиарщиков, переводчиков, и стримы будут выходить с параллельными субтитрами. Даже сейчас уже есть такой механизм, но он стоит каких-то диких денег в месяц, и я, к сожалению, не могу себе его позволить. Механизм субтитров с переводом. Да, я изучала вопрос, но вот пока что такой возможности у меня нет. Ну все, друзья, вопросов, я надеюсь, что я помогла вам немножко больше узнать о перспективах, если мы однажды выберемся, конечно, из этой самоизоляции и угрозы мировой пандемии. Вот. Если это наконец или когда это произойдет, думаю, что будет все очень стремительно развиваться, потому что все административные дела будут переделаны, правила будут переписаны, усовершенствованы, и все будет гладенько, красиво и хорошо. Ярик, не могу тебе ответить на этот вопрос. Надо уточнить у Артема Васильева, он тебе тем более ближе. То, что я знаю, и какие-то свои умозаключения иногда себе позволяю, вот все рассказала. То, что я вообще не знаю там и не берусь заявлять как какую-то официальную информацию, я поэтому воздерживаюсь от этого.
Спасибо вам большое за внимание, спасибо, что зашли, хоть это было не ВКонтакте. На Ютубе сейчас сложнее немножко стримить, его в нем надо понимать. Вот. Заходите еще, интересуйтесь, тренируйтесь, не закисайте, хорошего вам настроения и скорее бы нам всем в бой. Всем пока.